Здравствуйте, это программа «Процесс. Итоги». Я Нателла Болтянская, наш гость, адвокат Юрий Шмидт. Юрий Маркович, здравствуйте. Добрый день. Я понимаю, что, во-первых, в силу профессиональной этики, во-вторых, в силу того времени, когда мы с вами собрались здесь, в этой студии, подводить итоги рано, наверное. Но тенденции-то есть уже? Тенденция обозначилась с первого дня процесса. С первого, да. Тенденция к полному развалу обвинения. А к концу процесса, поскольку, в общем-то, уже основные точки над «и» расставлены, нет только приговора, этот развал был довершен, я бы даже сказал, распылением. То есть от обвинений не просто не осталось четкой конструкции, по-моему, не осталось вообще ни одной такой субстанции, не доведенной до состояния, как это называется, графен. Да? Последнее изобретение. Ну, то, что в двух измерениях такой толщины, что третьего измерения там даже не придумать. Обвинение абсолютно в ноль, действительно, разбито. Но это вы мне говорите, человеку, который, может, не каждый день, но, в общем, бывает на суде. А люди, которые, условно говоря, не смотрят интернет, а имеют информацию от государственных каналов, они говорят: а что вы хотите? По первому делу все доказано, сейчас все доказано по второму делу, и все совершенно замечательное торжество советского суда, самого советского суда в мире. Правильно? Ну, советский суд вообще всегда торжествует, правда, ровно до рассмотрения в Европейском суде по правам человека. Там как раз этот момент торжества чаще всего заканчивается. Но в этой ситуации все обстоит значительно проще и понятнее неискушенным людям, чем в первом деле. Потому что в первом деле, по крайней мере, было известно, что вот есть какие-то компании, которые не занимались производственной деятельностью, зарегистрированные во внутренних офшорах, и они получали налоговые льготы. Объяснять людям, что это было вполне законно, что это было сделано специально для того, чтобы поддержать вот эти самые офшоры, бывшие наукограды и военные городки закрытые и так далее, на это надо было тратить много слов. Умным людям это было объяснить можно, а людям далеким от, ну, скажем так, не самым умным, это объяснить было нелегко, у них скоро начинали мутнеть глаза, и они оставались при своем мнении. Здесь, в этом процессе, все объяснение вообще можно дать в несколько слов, и только тот, кто не хочет вообще понять, не хочет, кто исходит из вот этой повторяющейся в блогах фразы «вор должен сидеть в тюрьме», когда просматриваешь блоги, вот нечего сказать человеку, уже совершенно нечего. Он либо идет по антисемитской линии, любимая, значит, у некоторых. Есть еще одна. Да. Значит, антисемитская линия раз, вор должен сидеть в тюрьме 2, и третье. Ну, нельзя было за такой короткий срок так разбогатеть. Да, абсолютно тоже вы верно. узнаете, правда? Я хорошо помню одного такого урода, который, значит, взял эту цифру миллиардов долларов, в которую Forbes оценивал состояние Ходорковского, разделил ее на количество лет, за которые эти деньги были заработаны, разделил на количество дней и написал что-то типа того. Значит, каждый день его богатство увеличивалось на 2 миллиона долларов, и мысль была примерно такова, что он вот как дядюшка Скрудж в этом самом мультике, куча золота все росла, значит, и он поднимался все выше и выше, и ни одному, то есть многим идиотам невдомек, что богатство прирастало за счет повышения капитализации компании, что деньги, в которые оценивались акции Ходорковского, вкладывались в развитие. И это был непрерывный совершенно процесс, потому что, как известно, сам Михаил Борисович, в отличие от многих людей, тоже входящих в список Форбса, человек не просто скромных потребностей, а я бы даже сказал, где-то человек аскетичный. Как ни искали
у него яхты, Кохенорские бриллианты, виллы, бриллианты, недвижимость за рубежом. Я уж не говорю, футбольные клубы не искали, потому что это случай особый. Но ничего не нашли. Он обходился минимум, потому что эта мотивация была совершенно иная. Юрий Маркович, у меня к вам на самом деле вечный вопрос. Вот долго я смотрела положение по Европейскому суду по правам человека, положение по обращениям. И что мы можем получить в итоге? Если Европейский суд по правам человека признает нарушение прав конкретного Ходорковского и конкретного Лебедева, то они могут сказать российской Фемиде «нехорошо». И все? Бывают ситуации, в которых можно выправить, не до конца, конечно, но выправить реально существующее положение вещей, на данный момент существующее. То есть, если, скажем, Европейский суд признает, что была нарушена статья 6 Конвенции «Право на справедливый суд», и у нас даже вскоре после вступления России в Совет Европы и признания юрисдикции Европейского суда по правам человека была введена специальная норма в статью пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам, сформулированная как пересмотр дела по новым обстоятельствам, и там записано в качестве основания такого пересмотра принятие Европейским судом по правам человека решения, требующего пересмотра вынесенного приговора или иного судебного решения. Вы меня простите, это что означает, что они могут этот весь мерлезонский балет по второму кругу пустить? Они могут пустить по второму кругу, но могут сделать умнее. Если будет вынесено по главным жалобам и Лебедева, кстати, у Лебедева одна жалоба уже удовлетворена, была признана незаконной процедура его ареста. Но вот тут тоже пришлось ограничиться присуждением компенсации, потому что после первого незаконного ареста там были многократные продления срока, которые как бы уже были формально в соответствии с требованиями закона. Если будет признано нарушение тех статей Конвенции, на которые мы ссылаемся, то у нашего государства будут две возможности: отменить приговор и назначить новое судебное рассмотрение, или отменить приговор и прекратить дело производства. Я бы на их месте воспользовался второй возможностью. А как вы полагаете, возможна ли ситуация, что президент каким-то образом поведет бровью в сторону этого процесса? Потому что, если, например, верить публицисту, известному вам Андрею Андреевичу Пиантковскому, это репутационный процесс для государства российского, а государство российское у нас кто? В первую очередь, сами понимаете. У меня вообще есть, если говорить честно, ощущение, что Путин сознательно уступил один срок другому лицу, как бы здесь председателю или местоблюстителю, как у нас любят говорить, чтобы решить его руками некоторые проблемы, которые ему не хочется решать самому. Вот есть у меня такое ощущение. То, что Медведеву это дело как кость в горле, сомнения нет. Потому что формально его все равно воспринимают как лидера государства. Все вопросы, которые раньше задавали Путину, и которые ему были очень неприятны в связи с делом Ходорковского, он выкручивался, он врал, он попадал многократно в положение идиотское, потому что когда человек врет, особенно людям компетентным, они его достаточно быстро ставят на место. Вот. А сегодня эти вопросы задают Медведеву. А Медведев тут при чем? Он Ходорковского не сажал, он ЮКОС не разрушал и не разворовывал. То есть он формально в этом отношении человек чистый. Но, как сказал мне один информированный источник, якобы очень близкий к этим верхним кругам человек, сказал, что Медведев никогда не будет вмешиваться в дело Ходорковского, потому что это не его кейс. Ну тогда простите. Дать компетентный ответ. Смысл тогда пропадает, потому что если вспомнить о том, что у нас не за горами 2012 год и выборы Путина, то все это наследство-то ему и достанется, правда? Ну что я могу поделать?
Ну, что я могу поделать? Может быть, все-таки есть такой план освободить Ходорковского как раз в 2012 году. Следующий вопрос. Ребята, вы выходите и сразу вот прямо чемодан, вокзал, дальше любая страна по вашему выбору. Такое же тоже возможно? Дорогая Нателла, вы забываете, что я все-таки адвокат Михаила Борисовича и в какой-то степени и Платона Леонидовича. И за эти годы я узнал этих людей и, в общем, воспринимаю их не как своих клиентов, а как людей практически родных. Не говоря уже о том, что как людей... Я вот закончил свою речь в суде словами. Я защищаю одного из умнейших и достойнейших людей России. И я этим горжусь. Я хочу, чтобы им было как можно лучше. Я абсолютно уверен, что они никогда не потеряют лицо. Но если, скажем, их освободят и они уедут за границу, это, с моей точки зрения, не будет потери лица. Если кто-то в какой-то момент вот предложит им такой вариант, я честно совершенно скажу, соглашайтесь. Не глядя. Не глядя, потому что жизнь идет, дети растут, внуки растут, здоровье не прибавляется, порядочные люди поймут. Знаете, я, с вашего позволения, раскрою одну приватную деталь вашей биографии. Мне пару-тройку раз случилось выпивать в компании вашей, в неформальной обстановке. И я хочу сказать, что все эти несколько раз это был первый тост, когда вы поднимали рюмку и говорили: я хочу выпить за то, чтобы однажды мне выпить в нормальной обстановке со своим клиентом. Я очень бы этого хотела, чтобы это произошло в самом скором будущем. Я напомню, что наш сегодняшний собеседник Юрий Маркович Шмидт, и что, конечно, рано подводить итоги процесса, и, наверное, существуют объективные, как бы это сказать, не оптимистичные признаки, но все-таки хочется сохранить надежду, хочется надеяться на то, что все будет, скажем так, по-человечески. Я другого не подберу. Вы согласитесь со мной? Ну, как не согласиться? Процесс. Итоги. Юрий Шмидт. Спасибо. Спасибо.